Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и у нас случилась катастрофа. О боги, все пропало, BSV скам, игру закрывают, Робиков уничтожает, шеф, все пропало, что же делать? И все это произошло после выпуска вот этой вот статьи, отчет о бюджете и модификации BSV NFT Earn и GameFime Direction. Так что усаживайтесь поудобнее и давайте будем разбираться. Шеф, все пропало или все-таки... далеко не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления. Также напомню, что ссылка на вот этот файлик с полным просчетом окупаемости NFT-шек и всего остального касательно Squid NFT Game находится в описании. Давайте сейчас я вам кое-что покажу перед тем, как мы начнем копаться в новостях. Смотрите, первая игра вот на 1000 приносит нам 8.41 на данный момент. Есть у меня, допустим, вот игрок второго уровня, у которого 1025 энергии. Запоминаем, да? Заходим в программулинку, смотрим, что игрок второго уровня с 1000 энергии, поставил от 1000 до 1100, стоит сейчас $40. $40, ребята. Возвращаемся сюда, то есть вот этот игрок у нас стоит $40. Возвращаемся в игру, даже в версию 2, и теперь давайте считать. Давайте возьмем не 8.41 награда, а возьмем, что у нас все-таки $8. 40 у нас уходит, грубо говоря, на комиссию, на игру. Это если мы играем в такую самую нищебродскую игру, как 1000-я. И давайте посчитаем, допустим, $40 стоимость игрока мы поделим ровно на 8. Это значит, что у нас за 5 игр игрок себя окупает. 5 игр умножим на 2, это 10 дней, ребята. То есть за 10 дней игрок второго уровня с 1000 энергии себя окупает. Ну, точнее, я не так выразился. То есть игрок зарабатывает на себя за 10 дней, но с учетом стоимости контракта, вот если смотреть, то 1000-я игра, то в месяц у него получается 33 дня. То есть себя он окупит полностью 35 дней с учетом контрактов. А теперь ответьте себе на вопрос, а надо ли кого-либо продавать? Ну, это так, забегая наперед. Так, в общем-то, прочитал все, да, разобрался, в принципе, довольно мне все понятно из того, что они озвучили. Ну, поехали, ребята. Итак, первое нам говорят, что NFT Earn, ну, NFT Earn это Biswa Probis, GameFime это Squid NFT Game. Вот, типа, такие вот были результаты. 27 миллионов было роздано игрокам, ну, и тем, кто стейкает робики. Это чисто статистика. Пришло 60 тысяч новых пользователей. Проторговали там 10 миллиардов долларов объема. И сожгли 8 миллионов токенов BSV. Это вот как бы итоги работы этих двух направлений. Ну, это и они тут пишут, что это все считалось на момент выдачи награды. То есть, когда BSV-шки выдавали по курсу 0.3, они считались по курсу 0.3. То есть, реальная цифра намного больше. То есть заработано далеко не 27 миллионов, потому что многие додержали хотя бы до $1, а некоторые до $2. То есть реально люди заработали намного больше, чем этих 27 миллионов. Так, а теперь... Ранее, когда-то давно на голосовании, еще в начале, типа почти год назад, было решено выделить 70 миллионов токенов BSV на все вот это добро. То есть на все игры и на весь стейкинг робиков было суммарно выделено 70 миллионов токенов BSV. Робики и игра в кальмара, на нее было выделено 45 миллионов токенов BSV. Из них потрачено уже 34, то есть осталось 10, то есть 30%. На стратегическое партнерство было выделено 25 миллионов BSV, из них потрачено всего лишь меньше 4, то есть там еще на партнерство еще еще больше 20 миллионов. То есть очень дофига. То есть потратили суммарно чуть больше половины, то есть из 70 миллионов потратили 38. Но, как вы видите, из этих 38, точнее, из оставшихся 31, то есть 20 это на стратегическое партнерство. Это не на выплату там BSV в игре в кальмара или в стейкинге. Ну, тут они говорят, что да, это все было очень круто. Стратегическое партнерство, вот куда они тратили, то есть Binance, обмен это Pancake, ворота это Gate, SafePal, Bifi Финансы, BetFury, Max Global, ну и другие. Это куда они, в общем, тратили деньги. Ну, это мы все знаем. Теперь грядущие модификации в NFT Earn. NFT Earn равно бисвапики, робики. Оставшаяся часть бюджета, выделена на стейкинг робиков, будет распределена в течение следующих 3 месяцев при текущих условиях. То есть 3 месяца ничего не будет меняться. Давайте теперь на этом моменте мы зайдем на маркет и посмотрим. Допустим, третий робик
третьего уровня, максимально вкачанный, с 1000 энергии, стоит сейчас $2700. Если зайти в калькулятор, то есть 1000 энергии нам приносит вот за квартал, то есть за 3 месяца приносит нам 1150. То есть в тот период, в течение 3 месяцев, пока ничего не будет меняться, хотя изменения, скорее всего, вступают в силу еще в течение месяца, то есть по факту есть 4 месяца, в общем-то, робик отбивает себя наполовину. То есть если вы купили робик недавно, то половину вы отбиваете, а скорее всего даже отобьете, ну, больше. Почему? Потому что многие будут робики продавать, и, соответственно, ваш процент в доле будет увеличиваться. Но это для тех, кто вот купил его недавно. С робиками тут ситуация так себе, да, не очень интересная. Но с игрой там дальше увидите. Так, а потом, после этих 3 месяцев, награда будет изменена. Изменена так, чтобы награда оставшаяся, ну, растянуть на 9 месяцев. То есть, ну, она упадет в несколько раз, точнее 8. Сейчас вы это увидите. Продвигая тролливали. Так, изменение распределения токенов. Через 3 месяца, то есть 22 июля, это май, июнь, июль, ну да, через 3 месяца все-таки, не 4, 3, произойдут изменения распределения. То есть, если сейчас у робиков распределяется 60 тысяч токенов, то через 3 месяца будет всего лишь 5000, то есть в 8 раз меньше. Ну, они так, наверное, рассчитывают суммарно, чтобы за 12 месяцев, даже если вы купили вот робика сейчас, чтобы он там окупился. Я думаю, такой примерно расчет. Ну вот они говорят, да, что мы распределили пул так, чтобы там все размазать на 1 год, то есть на 12 месяцев. То есть, ну, не смертельно. Тот, у кого робики уже были давно, тот еще, в принципе, их успеет лишний раз окупить, сделать еще какой-то там X. Тот, кто купил недавно, ну, скорее всего, просто выйдет в ноль. Ну, тот, кто купил вот только. У меня, собственно говоря, робиков особо нет. У меня вот их несчастных 3 штуки. Я их, в принципе, и оставлю. Не буду продавать, а может и продам. Ну, не знаю, то есть мне пофигу. Дальше увидите, что с ними еще можно будет сделать. Из-за того, что вот они приняли такие вот новые правила, то есть то, что мы голосовали там за стейкинг 2.0, напомню, что основная суть стейкинга 2.0 для робиков было это сгорание их энергии 0,3% в день, то есть это отменено. То есть 3 месяца оставшиеся и, собственно говоря, 12 месяцев никакого сгорания не будут. Не будет. Потому потери никаких не будет. Теперь переходим к самому интересному. Это будущее изменения в игре в кальмара. Нам здесь говорят, что будут изменения в игре. И главное из них это то, что игра просуществует в течение 12 месяцев. То есть в 22 апреля 2023 года игра будет закрыта. То есть через год. Ну, это, в общем, вообще не беда. Ну, закроют хорошо. У нас есть еще целый год. Дальше. Какие ограничения вступают в силу? В течение 30 дней, ну то есть скорее всего через 30 дней, потому что прошлое голосование вступило в силу именно так, то есть не раньше, будут введено ограничения на количество контрактов, которые можно будет купить суммарно для всех игроков. Напомню, чтобы и наш игрок, чтобы вот этот вот Васенька пошел в игру, ему нужно купить контракт. То есть на одного игрока идет 1 контракт. Неважно, сколько у него энергии, у него там 1000 энергии или у него 2000 энергии, это 1 контракт. Также неважно, это 15 дней либо 30 дней. Это все 1 контракт. То есть получается, что в день через месяц начнется уменьшение, ну не уменьшение, а ограничение. Сейчас контракты не ограничены, то есть все желающие могут их купить. То через месяц контрактов будет выделено 2000. Потом через месяц и неделю 1500 в день. Ну, получается, через 2 месяца будет там 800 контрактов. А насколько это хорошо или плохо? Давайте посчитаем. Есть такая вот статистика. Это количество контрактов, которые покупаются в день, ну, в течение последнего месяца. Ну, то есть, понятно, то есть в последний месяц количество игроков было максимальным. Если я не ошибаюсь, то суммарно около 200 тысяч игроков играют в кальмара. Если я не правильно помню, но это не важно. Нам важно, сколько сейчас покупают контрактов в день. И если вы, вот смотрите, 24 марта был какой-то пик, когда было куплено почти 10 тысяч контрактов. Но это может было связано с каким-то переходом, окончанием вот этого вот месячных контрактов или чего-то, в общем, неважно. Вот если мы посмотрим на график, мы, собственно говоря, увидим, что количество контрактов уменьшается. В принципе, динамика на уменьшение. Если в марте в среднем покупалось 3400 контрактов, то в начале апреля покупалось вообще меньше 1500 контрактов. Вот в середине апреля покупалось вот 3-4 тысячи контрактов в день.
То есть, а вот сейчас, последние дни, идет спад. И вот это вот спад внизу, это связано, наверное, с тем, что люди испугались. Наверное, люди начали выходить и продавать своих игроков. Ну, цены на игроков сейчас типа вроде как проседают. Я там особо не мониторил, но думаю, они проседают. Ну, даже на данный момент, сейчас, возможно, сейчас люди некоторые раздуплятся, ну, те, кто хорошо с математикой считает, и наоборот побегут покупать игроков, потому что игроки себя там окупят за там месяц-два, а игра еще будет подольше, то есть, возможно, на этом будет хороший заработок, потому что если игроки будут реально дешевые, и они будут окупаться меньше, чем за месяц. Так что, ну, об этом, короче, в следующих видео. То есть, ну, на данный момент вы видите, что вот последнее там время покупались контракты 2000, 2700, 2300, 1000, вот так вот. А выделять будут через месяц. То есть сейчас, в ближайший месяц, вообще без разницы, я на всех игроков покупаю контракты. То есть я своих игроков не продаю. То есть никакого дефицита нету. Вот если люди будут покупать там по 2000, по 1000 контрактов, а то и меньше, сейчас думаю, что люди паникуют. То есть желающих выйти из игры будет много, ну, которые с математикой не дружат. Потому я не думаю, что даже через 2 месяца будет какая-то проблема с покупкой контрактов. Потому что количество, ну, игроков будет реально уменьшаться. Ну, игре на самом деле осталось еще 1 год, но паникеры разбегаются быстро. Я продолжу играть и сделаю себе еще определенное количество иксов на этом всем деле. Ну, давайте посмотрим дальше. Если даже вот через 3 месяца будет контрактов, то есть это вот 3 месяца, вот через 4 месяца контрактов будет 400 в день. То есть 400 в день, то есть, ну, получится, допустим, мы дойдем до такого момента, когда реально контрактов будет меньше, чем желающих купить эти контракты. То есть получится реально какой-то дефицит там месяца через 4. Что я буду делать? Ну, получится, у меня вот, допустим, есть игроки, у кого больше энергии, там, у кого меньше энергии. Ну, во-первых, сейчас я никого качать не буду. Что будет получаться? Ну, получается, что я буду просто вот каких-то игроков, на которых мне не будет хватать контрактов, ну, я не буду их покупать. Допустим, на игрока на 2000 я покупаю контракт, на 1500 я покупаю контракт. А вот если вот этому чувачку с 1000 энергии не хватит контракта, ну, не хватит, значит не хватит. То есть, ну, вот такие, в общем-то, планы. Но это, опять же, будет только через несколько месяцев мы реально столкнемся с каким-то дефицитом. Пока что его, ну, нету. Идем дальше. Несмотря на все это, Staff Game будет запущен. То есть вот это вот добро. Вот у нас тут вверху висит кнопка. Эту игру мы ждали уже не знаю сколько, месяца 3. Она будет запущена. И нам тут APR до 10 000% годовых, ребята, опускают. APR это не APY. Это реально чистых годовых. Опять же, какой-то конкретики пока что по игре нет. Она будет запущена в течение недели, ребята. То есть 25 апреля по 1 мая, то есть там через недельку игра будет запущена. Что нам тут пишет? Это беспроигрышная игра с низкой стоимостью входа. Другими словами, у вас будет шанс получить криптоприбыль с минимальными затратами и шанс выиграть 100%. То есть проигравших нет. То есть кто-то получит маленькую награду, кто-то получит большую награду. Какие там преимущества? То есть до 10 000 годовых шанс выиграть 100%, беспроигрышная стратегия. Также нам тут говорят, что будет еще джекпот, который будет разыгран между случайными 1000 игроками. И это будет сделано 20-30 июля. То есть летом разыграют $100 000 в монетках BSV в эквиваленте между 1000 игроками. Есть вот такая вот таблица распределения этих призов. То есть первый победитель, самый главный, получит 30%. То есть он получит $30 000. Второй игрок получит $15 000, третий 8, четвертый 5, 4, 3. Это все буквально, это в $1000 по факту. 10-й игрок получит $1000, ребята. Потом игроки с 11 по 50 место, то есть 40 человек, получат равномерно между всеми распределят 4%. Потом 250 игроков с 51 по 300 место получат, между ними распределят, то есть 10 000, получается 10%, распределят между ними равномерно. Ну и 700 игроков получит там 14 000 между ними раскидают. Получается 14 000 разделить на 700. То есть, ну, по 20 баксов. То есть остальным накинут по 20 баксов.
Ну, тоже, в общем-то, неплохо. А теперь давайте, какие у меня мысли по поводу стафгейма. Ну, что-то мне так кажется, если у нас тут главный козырь это 10 тысяч процентов годовых, что здесь будет какого-то рода лотерея. Какая-то казинуха будет. У них же там есть Bad Fury, да, в партнерах. Они там, думаю, все прекрасно знают, как это сделать. Что я думаю? Допустим, будет какая-то рулетка. Вот ты заходишь, делаешь ставку, допустим. Ну, ставку не которую ты потеряешь, а тебе предлагают, допустим, 500 БСВ заблокировать, положить в какой-то пул, допустим, на полгода там, или на год, или на 3 месяца, на какой-то период под определенный процент. И ты вот крутишь рулетку, и в той рулетке будут проценты, допустим, от 1 до 10 тысяч, вот как они пишут. Есть какая-то сумма, то есть они будут ограничены, я думаю, что не дадут такую возможность кому-то положить, допустим, 100 тысяч БСВ под 10 тысяч годовых. Там суммы будут ограничены. Я думаю, там до нескольких тысяч БСВ будет максимальная сумма, которую ты можешь положить. И ты крутишь рулетку, и тебе выпадает процент, допустим, вот 1000 БСВ на 3 месяца. Опа, тебе выпадает рулетка там по 20% годовых. Ну вот, опа, тебе не повезло, да. И ты уже, ну, как бы обязан, то есть эти суммы у тебя железобетона забирается и ложится в пул под там 20% годовых на 3 месяца там или на полгода, как они там скажут. И все, ну не повезло, так ждешь. А кто-то, допустим, приходит там вот 500 БСВ, крутит рулетки, у него там, допустим, на тех же там полгода или на 3 месяца, и у него выпадает 10 тысяч процентов годовых. То есть и вот человек зарабатывает там 100 иксов. Ну, вот так вот. А кто-то, допустим, пришел, там, хочу положить 10 тысяч БСВ, он крутит рулетку, ему там выпадает там 50% годовых. Ну, окей. Но просто у тебя не будет возможности отказаться. Я так, ну, в моем понимании. Если они будут делать так. Это все мои догадки, ребята. То есть никаких там оснований реальных для этого нет. Это я просто предположил, как можно реализовать вот эту вот стафгейм. Так, ну, давай теперь дальше. Что еще нам предлагают? Появятся эксклюзивные предметы коллекционирования BSWAP. Новые возможности для заработка BSWAP Robis, плюс для держателей робиков и для держателей, для игроков в кальмара. Будут вот такие вот 2 возможности. То есть после того, как вступят в силу эти изменения, то есть это получается через 3 месяца, дата запуска август, ну да, то есть через 3 месяца будут созданы какие-то коллекционные NFT-шки. Их будет всего 300 штук. Они будут иметь тоже уровень от 1 до 5. Помимо привлекательного вида, коллекционные предметы будут исключительными для владельцев. Они будут иметь разные полезные свойства, в зависимости от своего уровня. И какие же у них будут свойства? Возврат возврата всегда. Ну, блин, это надо сейчас это дело обновить, что они там пишут. Ты вообще фиг поймешь. Возврат возврата всегда. То есть lifelong, то есть пожизненный пожизненный возврат комиссии. То есть кому-то попадется, как видите, их будет всего 300. Я, то есть, что-то не понимаю, почему их 300, как они будут распределяться, если игроков там 200 тысяч, да, как оно будет, ну тут непонятно. Но у одного из коллекционной NFT-шки будет ачивка, да, то есть ее владелец будет лишен комиссии, то есть будет всегда бесплатно там работать. Обменивать, там, торговать без комиссии. То есть у него будет пожизненный возврат комиссии. Крутая штука. Ее можно будет за капец как дорого продать. Реально, если человек... Есть же люди, которые там делают миллионные обороты. Представляете, какую он комиссию платит? Даже тот 0,1% с миллиона, это тоже нормальные деньги. Потом, расширенная реферальная программа. Будет там больше падать там с рефералки. Тоже круто. И какие-то эксклюзивные ланч-пулы, то есть, ну, с монетами, или определенными процентами, или определенными монетами, только для владельцев вот этого вот коллекционных NFT-шек. Как получить вот эти коллекционные штуки? Вы сможете их обменять либо на робиков, либо на игроков. Но это будет через 3 месяца. Но также не стоит забывать, что через 3 месяца у нас появится возможность делать такие обмены. У нас будут продолжаться и стейкинг NFT-шек, и будет продолжаться игра. Ну, если с NFT-шками там мы, как увидели, 8 раз упадет награда, как минимум, то какая награда будет в кальмара через 3 месяца, вот тут они как бы ничего не сказали. Но, скорее всего, она тоже будет уменьшена. И вы будете решать, то есть какие-то слабенькие NFT-шки, может, имеет сейчас смысл даже закупиться, ну, чуть позже, когда цены там укатаются в дно, там, по доллару или по 50 центов на игроков первого уровня. Может, их даже стоит прикупить себе там десяток, пусть валяется, или там пару десятков.
Ну, если ты... Там будет, наверное, какая-то тоже лотерея. То есть ты берешь этого игрока первого уровня, нажимаешь обменять его на вот эту вот коллекционную NFT-шку Collectibles, ну и тебе там что-то выпадает. Ну, так можно, если игроков первого уровня не жалко, их там можно там десятками обменивать, а вдруг тебе выпадет там пожизненный возврат комиссии, или там эксклюзивный какой-то пул откроется. Ну, такая полезная штукенция. Ну, то есть надо подумать. Ну, и то же самое, то есть вы говорите, вы можете играть в версию 2 игры, либо продавать на маркетплейсе, либо их обменять. Вот 3 возможности у вас останется. Ну и заключительное слово, что из-за этих изменений, то есть на 3,5 миллиона токенов BSV в месяц будут меньше попадать на рынок, через 3 месяца, я так понимаю. И это, естественно, подстегнет курс BSV. И давайте еще один такой момент. Вот голосование 3 дня началось. Это голосование за сокращение выбросов BSV и улучшение токеномики. Где это голосование идет? Я вот здесь открыл, по-моему. Нет, вот voting. Вот это голосование. То есть она в разделе voting. Здесь есть 3 пункта. То есть вы можете проголосовать либо за уменьшение награды, не награды, а за уменьшение эмиссии BSV с 20 до 16, либо с 20 до 17, либо без изменений. Давайте сейчас посмотрим. На данный момент у нас 17 миллионов токенов BSV в день попадает на рынок. В месяц, извиняюсь, в месяц попадает на рынок. То есть если мы уменьшим награду с 20 до 16, то будет токенов попадать 13 миллионов, то есть на 3,5 меньше. А если с 20 до 17, то будут попадать там 14 600 миллионов. То есть на 2,5 миллиона токенов меньше. Ну и к чему это приведет? Ну, естественно, к улучшению показателей там платформы, роста курса BSV и всего остального. Ну, вот так. Это, в принципе, ну, хорошо, но это, я думаю, эта штука идет неразрывно связана с вот этими изменениями в уменьшении наград и там закрытии через год стейкинга и наград. Ну, если бы не было урезания наград там в стейкинге и в игре, то, естественно, у них бы просто не было возможности уменьшить эмиссию токенов. Но поскольку это происходит, то у них и появилась возможность еще и дополнительно сократить эмиссию токенов, потому что не нужно будет вот эти вот дополнительные там 3,5 миллиона выплачивать в качестве награды ежемесячно, вот как у нас тут в конце и писалось. Ну вот, да, 3,5 миллиона токенов. Вот они так, как, наверное, примерно и рассчитали. Что это им позволит? Сократить по факту эмиссию токенов с 20 до 16. Ну, в целом для экономики BSV это хорошо, то есть для холдеров это хорошо. Ну, я, в принципе, нормально к этому отношусь. Опять же, никакой, паники у меня по поводу вот этих вот изменений у меня тоже нет. Это более критично для держателей робиков. Там это похуже, да, то есть 50%-то они точно окупают, а там дальше не совсем понятно. Ну, опять же, скорее всего, за год оно окупится. Ну, а я, в общем-то, продолжаю покупать контракты на игроков, которым нужны контракты. Вот на этих ребят буду покупать завтра контракты. И продолжаю играть, пока никого не продаю. Как я вам уже показал в начале видео, то есть этот игрок окупает себя за 10 дней. То есть он окупит себя трижды. Трижды за месяц, ребята. Так что вот так вот. Стоит ли заходить? Но опять же, если вы видите низкую цену, а цена на игроков, скорее всего, будет падать, об этом я уже буду рассказывать в следующих видео, и вы считаете, вот заходите в мою табличку, вот сюда, копируйте, если нажимаете файл, создать копию, где тут файл, создать копию, чтобы вы могли вносить изменения в эту таблицу, нужно ее себе скопировать, она появится у вас на Google диске. Вот тут меняете цены игроков, которые будут на рынке. Вот, допустим, сейчас давайте посмотрим. Игрок второго левела, допустим, на 1400. Давайте, apply. Сейчас он стоит $78. Ну, в принципе, да, цена пока что особо не изменилась на этих игроков. Но я думаю, она изменится, упадет. Ну, там, в общем, через несколько дней, недельку там будете смотреть. Я, скорее всего, уже за это время выпущу видео. Заходите и смотрите. То есть, если вы сможете купить игрока, вот, на второй месяц вы уже получаете прибыль. Допустим, играя в третью игру. Играя в четвертую игру, вы уже тоже получаете прибыль. Ну, и либо играть первыми игроками. Ну, тут
такой, да, вопрос. Первые игроки, это на данный момент выгодно, в принципе, можно зайти, да, за пару месяцев, за месяц там сделать x2, ну, а потом уже как бы с ними, ну, будь что будет. Они уже себя заработали, еще и заработали вам прибыль. Там уже можно как бы от них избавиться. Об этом уже в следующих видео, ребята. Надеюсь, вам было полезно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Все полезные ссылки в описании. Регистрация на Biswap, регистрация в игре, если вы решите в нее заходить сейчас. Всем пока!